Всем привет, друзья! Сегодня мы снова с вами готовим зефир. И на этот раз это будет тыквенный зефир с апельсином. Зефир получается очень пряный и очень осенний. Идеально подходит к любому чаю, кофе, посиделке в саду, на балкончике. В общем, советую вам все-таки досмотреть видео до конца и попробовать приготовить этот осенний зефир. И на моем канале уже есть несколько вариантов приготовления зефира. Ссылки на рецепты я оставлю в описании под этим видео. Ну а мы начнем. И для начала нужно подготовить рабочую поверхность, куда мы будем отсаживать зефир. У меня это подложка для торта и пергамент. Также нам понадобится насадка. У меня 1М, вот так она выглядит. Также нам понадобится одноразовый кондитерский мешок, желательно брать большой, от 35 сантиметров. Сразу же отрезаем кончик у кондитерского мешка и выбрасываем обязательно этот кончик, потому что он имеет свойство оказываться в зефире. И нам понадобится высокий стакан и вот такая прищепка для удобства, для того, чтобы нам удобно было выкладывать туда готовый зефир. Теперь займемся приготовлением сиропа. Для этого мы просто в сотейнике смешиваем воду, сахар и агар-агар. Агар-агар у меня силой геля 900, если у вас больше, то можете взять меньшее количество, просто пересчитайте необходимое количество. И все, сотейник берем с толстым дном обязательно, чтобы агар-агар не подгорал и у нас получился хороший сироп. Пока сотейник отставляем в сторону и приготовим все ингредиенты для нашего зефира уже в чаше миксера. Список ингредиентов вы также найдете в описании под этим видео. Итак, в сухую чашу миксера мы отправляем куриный белок, яблочное пюре. Посмотрите, вот такой густоты должно быть пюре, не жижи. Оно может быть гуще, но жидкое пюре, как из детского питания, к сожалению, в этом рецепте не подойдет. Также у меня мякоть апельсина. Предварительно очищаем апельсин, убираем все белые перегородки и чашечку ставим в микроволновку буквально на минуту. Все, этого будет достаточно. Таким образом у вас получается вот такое апельсиновое, скорее не пюре, а просто апельсиновая мякоть. Либо, если нет микроволновки, можете прогреть мякоть в сотейнике. А это уже тыквенное пюре. Посмотрите, какое оно густое. Это идеальное пюре для данного рецепта. И опять же, детское фруктовое пюре в баночках либо в пачках не подойдет. Сразу же отправляем весь сахар. И мы будем варить сейчас одновременно сироп и взбивать наше пюре с белком. Сироп варим на среднем огне, постоянно помешивая. Белок у меня взбивается на максимальной скорости. Варим внимательно, чтобы агар-агар не прилипал к стенкам сотейника. Это очень важно. Иначе зефир у вас может получиться с горечью, либо в уже готовом зефире вам могут попадаться куски агар-агара. Вот такой белок еще не готов, чтобы вы понимали и не думали, что белок готов и можно отправлять туда сироп. Нет, нельзя. Сироп мы варим 4 минуты после закипания, но старайтесь ориентироваться все-таки не на время и не на температуру, а на такие нити, которые стекают с лопатки. Если нити непрерывные, густые, то считайте, ваш сироп готов. Если сироп сварился раньше, чем готово пюре, то вы выключаете плиту и ждете, пока взобьется пюре с белком. И после того, как вы увидели, что белок готов, он может принять в себя готовый сироп, вы просто подогреваете до первых пузырьков сироп и отправляете его во взбивающийся белок. Вот так выглядит уже готовый правильный белок. Теперь сюда можно добавлять горячий сироп. Все, я его подогрела. И на максимальной скорости у меня взбивается белок с пюре. И вот такой вот тонкой струйкой я вливаю горячий сироп. Сначала можете вливать потихоньку, но потом можно слишком не медлить и помогать лопаткой вылить весь оставшийся сироп. После добавления сиропа зефир мы взбиваем буквально 30 секунд. Этого будет достаточно. Сотейник чистый, ничего не пригорело, вышкребать ничего не нужно. Все, что нужно, белок уже в себя принял. Как вы видите, зефир у меня побелел, хотя изначально белок и пюре были оранжевого цвета. Поэтому я добавляю 2 капли оранжевого красителя на водной основе, перемешиваем, и все, зефирная масса готова. Наш зефир практически готов. Теперь нужно работать очень быстро. Еще раз хорошо лопаткой все перемешиваем, добавляем цедру половинки апельсина и пол чайной ложки корицы. Снова все быстренько перемешиваем
И заметьте хорошо, что у нас уже готова рабочая поверхность, кондитерский мешок также готов, мы не будем на это тратить время, и зефир не сможет быстро схватиться. Перекладываем готовую зефирную массу в мешок. И этой зефирной массой нам нужно зафиксировать пергамент для того, чтобы он не скользил во время отсадки. Буквально каплю с каждой стороны для фиксации. Прищепка тоже уже готова. И начинаем работать. И да, если у вас нет пергамента, то в принципе можно использовать для отсадки фольгу, но все-таки пергамент лучше. Насадку вы можете использовать любую, как я уже говорила, у меня 1М, но мне также нравятся насадки закрытая звезда, либо просто широкая с зубчиками. Я уже использовала в своих видео разные насадки, так что переходите на мой канал, там есть 5 рецептов зефира, посмотрите, какие насадки я использовала там. Но это одна из моих самых любимых. И сразу хочу сказать, чтобы вы не спрашивали меня, сколько зефирок получается из этого количества зефирной массы. Каждый отсаживает свой размер зефира. У кого-то 2 оборота, у кого-то 3, у кого-то вообще 1. Поэтому у меня может получиться 13 зефирок из 2 половинок, а у кого-то может быть и 18. Все зависит от вашей насадки, от правильности или не столько даже правильности, сколько от вашего почерка, так сказать. И вот такое количество зефира получается у меня. Я его отставляю в сторону и даю просохнуть при комнатной температуре где-то 18 часов. Опять же, в зависимости от влажности в вашем помещении. Если у вас работает отопление, то 8-10 часов для зефира будет достаточно. Также нам понадобится сахарная пудра, когда уже зефир просох. Мы просеиваем сахарную пудру. Этот зефир у меня высыхал 12 часов. Он полностью сухой. Посмотрите, при нажимании пальцем следов не остается, значит мы все сделали правильно и зефир полностью просох. Вот так выглядит донышко зефира, оно абсолютно сухое и зефир идеально склеивается из 2 половинок и он не отпадает. Если у вас зефир отклеивается или выделяется влага, то либо зефир у вас не просох, либо вы нарушили технологию приготовления. К сожалению, бывает и такое. Итак, готовые половинки мы склеиваем между собой, посыпаем сахарной пудрой, либо скорее обваливаем в мисочке с сахарной пудрой. Старайтесь, чтобы весь зефир был покрыт пудрой. И обязательно струшивайте лишнюю пудру. Можно воспользоваться кисточкой, либо, как я, струшивать руками. Делайте так, как вам нравится. И вот такой красивый кучерявый зефир у нас получился. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. И сразу видно, какой он плотный. И, конечно, настоящий зефир, он должен быть вот такой пружинистый. Если он у вас слипается, либо приплюскивается в руке, то, к сожалению, это не зефир, а я даже не знаю что. Ну, кому как нравится. Опять же, правильный зефир, он вот такой плотный и красивый. Надеюсь, рецепт вам понравился. Пробуйте, экспериментируйте. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!